Всем привет, с вами Вера Саймон, и мы начинаем. Общая теория относительности в настоящее время самая успешная теория гравитации, хорошо подтвержденная наблюдениями и рутинно используемая в астрономии и в инженерных приложениях, например, таких как система спутниковой навигации GPS. Первый успех общей теории относительности состоял в объяснении аномальной прецессии перигелия Меркурия. Затем, в 1919 году, Артур Эддингтон сообщил о наблюдении отклонения света вблизи Солнца в момент полного солнечного затемнения, что качественно и количественно подтвердило предсказание общей теории относительности. С тех пор многие другие наблюдения и эксперименты подтвердили значительное количество предсказаний теории, включая гравитационное замедление времени, гравитационное красное смещение, задержку сигнала в гравитационном поле и гравитационное излучение. Поэтому предлагаю вам вместе со мной разобраться, как общая теория относительности объединила пространство и время. Давайте сначала дадим определение пространству и времени. Смотрите, в нашем мире мы можем провести три ортогональные друг к другу оси, то бишь перпендикулярные, а значит наше пространство трехмерное, потому что мы можем двигаться в трех направлениях: вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад, относительно некой начальной точки. А любое другое движение – это комбинация этих трех направлений. Чтобы указать координаты любой точки, нам нужно три числа. Каждое число указывает положение на каждой из трех ортогональных друг к другу осей. Эти оси мы называем x, y и z. Чтобы указать любую точку, нам нужно три числа x, y и z. Ну хорошо, а что же такое время? Время – это фундаментальное свойство, выраженное в форме движения, изменения и развития сущего из прошлого через настоящее в будущее. Понятие «время» концептуализирует необратимую изменчивость мира, процессуальный характер его существования, наличие в мире не только вещей, объектов, объектов и предметов, но и событий. Время – это изменение из настоящего момента в будущий момент тех или иных процессов или объектов. Короче говоря, это развитие той или иной системы. Так вот, чтобы понять концепцию пространства-времени в общей теории относительности, нам нужно время сделать чисто геометрическим понятием. Нам нужно к нашим координатам x, y и z добавить еще одну ось – ось времени. То есть, чтобы указать точку в таком пространстве времени, нам нужно сказать координаты x, y и z, а также время t. Смотрите, когда вы назначаете встречу, вы говорите, где пройдет встреча, условно говоря, координаты, а также время. Поэтому логично соединить пространство и время в единый континуум пространства-времени, что и сделал Эйнштейн в своей теории относительности. Но для того, чтобы я смог вам объяснить, как работает континуум пространство-время, упростим нашу систему, сожмем все наше трехмерное пространство x, y, z к двухмерному. Чтобы указать точку уже в таком пространстве, нужно только две оси, то есть два числа x и y. А одну ось заменим на ось времени t. Смотрите, припустим, вы никуда не двигаетесь в координатах пространства, то куда вы тогда двигаетесь в пространстве времени? Посмотрите на ваши часы. Они идут вперед, а значит вы двигаетесь по оси времени. Причем в пространстве времени вы двигаетесь всегда со скоростью света, так как и все объекты в мире. Если мы возьмем каждую секунду вашей жизни как событие, то бишь если мы возьмем все ваши события, которые происходили с вами в пространстве времени за некоторое время, и соединим все эти точки множеством геодезических отрезков, то получим мировую линию, или, как ее называют математики, геодезическая прямая. Геодезическая линия – это геометрическое понятие, обобщающее понятие прямой или отрезка прямой. Эвклидовая геометрия на случай пространств более общих, чем Эвклидова. Геодезическая линия или отрезок задается на поверхности той или иной геометрии или поверхности пространства и следует изгибам пространства, на котором она задается. Так вот, по мировой геодезической линии вы и вообще все объекты в мире, как я и сказал, двигаются всегда со скоростью света. Но дело в том, что само пространство-время может изгибаться, а геодезическая линия следует по этим самым изгибам пространства-времени.
Смотрите, давайте нарисуем две параллельные линии на плоскости. А на плоскости эти линии никогда не пересекутся. Но если мы же нарисуем такие же две параллельные линии, например, на поверхности с положительной кривизной или даже с отрицательной кривизной, эти линии пересекутся. Например, давайте нарисуем две такие линии на глобусе и заставим вдоль этих линий идти людей. Люди рано или поздно пересекутся. Смотрите, на этих людей не действовали никакие силы, они просто шли по двум прямым линиям. Но это, конечно, геодезические прямые линии, но они прямые. Они шли по прямым линиям и встретились. То есть создается иллюзия, будто на них действовала какая-то сила. Также из гравитации создается иллюзия, что тела притягиваются, хотя на самом деле они просто двигаются в пространстве и времени по геозидическим линиям, то есть по прямому пути. Но этот прямой путь — геозидический прямой путь, который следует изгибам самого пространства-времени. Пространство-время может изгибаться из-за присутствия вещества, то бишь массы. Масса вещества изгибает пространство-время. Смотрите, припустим, вы находитесь в космосе и никуда не двигаетесь в пространстве, потому что вы и не можете двигаться по закону сохранения энергии. Чтобы вы могли куда-то двигаться в космосе, вам нужно от чего-то оттолкнуться или иметь какое-то ускорение. Короче говоря, на вас должны действовать какие-то силы, чтобы вы начали куда-то двигаться. А значит, вы двигаетесь только по оси времени, так как время на часах все-таки идет вперед. И в таком случае ваша мировая линия будет просто параллельно оси времени. То есть вы двигаетесь просто во времени, причем вы двигаетесь всегда со скоростью света по своей мировой линии. Но никак этого не чувствуете и не ощущаете, так как двигаетесь только вдоль оси времени. Если вы окажетесь возле большой массы вещества, например, возле планеты Земля, то планета будет изгибать само пространство-время. И смотрите, мы двигались во времени всегда вперед по мировой линии, так как время на часах шло вперед. Но вблизи большой массы вещества пространство-время изгибается, и поэтому теперь ваша мировая линия будет в изогнутом пространстве времени. Поэтому она будет следовать искривленному пространству времени. А поскольку ваша скорость в четырехмерном пространстве времени, вернее в нашем случае в трехмерном пространстве времени, это как бы касательный вектор к нашему чисто координатному пространству без времени, то из-за кривизны пространства-времени абсолютная скорость по мировой линии частично будет переходить в движение просто в пространстве. То есть вектор абсолютной скорости по мировой линии является касательным к координатному пространству. И пространство-время изгибается, и этот вектор наклоняется и следует изгибам пространства-времени по мировой линии. Поэтому проекции абсолютной скорости на плоские оси пространства и времени меняются. И то, что было движением со скоростью света вдоль оси времени, уже частично становится движением в координатах в двухмерном пространстве. А поскольку вектор скорости в четырехмерном пространстве времени, в данном случае в трехмерном, всегда равен скорости света, то чем больше скорость проецируется на движение в пространстве, тем медленнее вы двигаетесь по оси времени. Или другими словами, чем сильнее будет кривизна пространства-времени, тем медленнее будет идти время на ваших часах для стороннего наблюдателя снаружи. То есть, чем больше будет вашей абсолютной скорости в пространстве времени переходить на проекцию движения по оси пространства из-за кривизны, то тем медленнее для вас идет время, так как меняются только проекции абсолютной пространственно-временной скорости на плоские оси пространства и времени. Смотрите, чем больше будет кривизна в пространстве времени, тем сильнее будет наклоняться геодезическая линия. И то, что было движением по прямой просто вдоль оси времени, которое мы никак не ощущали, станет движением в пространстве из-за искривленного пространства времени, вызванной массой вещества. И поэтому мы двигаемся в пространстве к центру масс Земли. То есть то, что мы называем силой гравитации, на самом деле является кривизной пространства-времени, а мы просто двигаемся во времени по своей мировой линии. Когда тело в космосе пролетает возле более массивного тела и выходит на орбиту и начинает двигаться вокруг этого тела, то оно просто следует изгибу пространства-времени.
А чем больше будет плотность этой массы вещества, то есть чем сильнее будет сжата масса, тем сильнее искривляется пространство-время, и все больше наклоняется вектор абсолютной скорости в пространстве времени и переходит в движение в двухмерном координатном пространстве, так как мировая линия будет в более изогнутом пространстве времени. А сама кривизна — это не что иное, как ускорение. То есть, когда вас притягивает к Земле гравитация, это не что иное, как искривленное пространство-время, где вектор абсолютной скорости из-за кривизны в пространстве времени наклоняется так, что ваша скорость в чисто координатном пространстве растет на 9,8 метров в секунду. То есть ваше ускорение будет в 9,8 метров в секунду возле массы Земли. Если кто не знает, что такое ускорение, это, грубо говоря, скорость роста скорости. То есть гравитация — это не сила, это изгиб пространства-времени, которое в пространстве мы ощущаем как ускорение и гравитацию, причем вообще нету никакой разницы между ускорением и гравитацией. Давайте, чтобы это продемонстрировать, воспользуемся принципом эквивалентности Эйнштейна. Представьте, что у вас есть ракета, а вы находитесь внутри ракеты в невесомости. А теперь давайте включим реактивную тягу, так чтобы ракета имела ускорение в те же 9,8 метров в секунду. Тогда вас как бы притянет к дну ракеты, и вы упадете вниз. То есть появится верх и низ, точно так же, как на поверхности Земли. Если бы вы летели на ракете с одинаковой скоростью без ускорения, вы внутри ракеты имели такую же инерцию, как и ракета, и не ощущали никаких сил. Короче говоря, были бы в невесомости. А вот если мы, например, сожмем большую массу вещества до радиуса Шварцшильда, то получится не что иное, как черная дыра. Так вот, изгиб пространства-времени возле черной дыры такой сильный, что появится горизонт событий. Горизонт событий — это не что иное, как обрыв в пространстве времени, где движение тела по оси времени почти полностью становится движением в пространстве, настолько там сильно ускорение, а соответственно время почти полностью остановится, так как почти весь вектор абсолютной скорости очень сильно наклоняется возле черной дыры, так как следует безумно искаженной мировой линии. Даже мировая линия фотонов, частиц света, следует безумно искаженному пространству времени, и поэтому даже свет безвозвратно падает в черную дыру. Я очень часто слышу такое утверждение, что света нет массы, и он не может упасть в черную дыру. И да, свет, то бишь фотоны, не имеют массы, но они имеют мировую линию, так же, как и все объекты в нашей Вселенной. И поэтому свет следует своей мировой линии, а черная дыра просто безумно искажает пространство-время так сильно, что мировая линия фотона следует прямо к центру масс черной дыры, в сингулярность. И поэтому даже свет безвозвратно падает за горизонт событий черной дыры. И эта информация в виде упавшего за горизонт событий фотона или чего бы то ни было, выйдет оттуда только через миллиарды лет в виде излучения Хокинга. Надеюсь, теперь вы понимаете, что такое общая теория относительности. Если честно, я все безумно упростил для вашего понимания. Если хотите вы больше или более подробно узнать общей теории относительности, то лучше посмотрите мой предыдущий ролик. Ссылка будет в описании к видео.